Весь класс пропал в 1989 году. 35 лет спустя их нашли, и все узнали ужасающую историю. В лесу было тихо, если не считать неистового, неровного дыхания женщины, бегущей сквозь густые деревья. Ее ноги спотыкались о корни и камни, но она не останавливалась. Она оглянулась через плечо с широко раскрытыми от ужаса глазами, как будто что-то преследовало ее. Ее ритм замедлялся, и раньше, чем она думала, ее тело сдалось. Она рухнула на поляну, ударившись грудью о влажную лесную почву. Последнее, что она видела, было небо, прежде чем ее мир стал черным. Прошли часы, когда турист наткнулся на место происшествия. Это был мужчина средних лет, который наслаждался своей обычной прогулкой по лесу. Его сердце подпрыгнуло, когда он приблизился к фигуре, осознав, что это женщина, которая едва дышала. У нее была бледная кожа и хрупкое тело, как будто она прошла через ад. Без колебаний он опустился на колени, чтобы проверить пульс. Она была еще жива. Рыча от усилия, путешественник поднял ее на руки, прижимая к себе безжизненное тело. Он понятия не имел, кто она, но одно было ясно — ей нужна была срочная помощь. В больнице врачи и медсестры быстро работали над ее стабилизацией. Ее состояние было критическим. Обезвоживание, истощение и физические травмы сказались на ней. Она теряла и приходила в сознание, но никогда не оставалась в сознании достаточно долго, чтобы сказать что-то большее, чем несколько бессвязных слов. На следующий день медсестра заметила ее движение и села рядом с ней. «Успокойся, ты уже в безопасности», — сказала она ему успокаивающим голосом. «Ты в больнице общего профиля, с тобой все будет в порядке». Но женщина слабо покачала головой. В ее горле пересохло, а голос едва шептал: «Мне нужно поговорить с полицейским». Детектива Джона Смита немедленно вызвали в больницу. За свою карьеру он сталкивался со многими странными случаями, но в этом было что-то, что выворачивало его наизнанку. Когда Смит вошел в больничную палату, он обнаружил, что женщина взволнована, как будто ожидала нападения. Он смотрел на нее издалека, на ее хрупкое тело, все еще завернутое в медицинские одеяла. «Мисс?» — Смит начал, не зная, как к ней обратиться. «Я Софи», — сказала она. «Я одна из девочек, пропавших без вести в 1989 году». Смит застыл, не понимая, что он только что услышал. «Дети, пропавшие без вести в 1989 году? Это невозможно», — медленно сказал детектив, пытаясь осмыслить услышанное. «Этих детей так и не нашли». «Я знаю», — сказала она надломленным голосом. «Мы были в ловушке все это время, но я сбежала, чтобы обратиться за помощью». Комната, казалось, замерла. Смит пристально смотрел на нее, пытаясь сравнить растрепанную женщину перед собой с маленькой девочкой, пропавшей без вести более 30 лет назад. Это не могло быть правдой. Это не могла быть она. Как это возможно? 35 лет назад пропал целый класс, и школа запаниковала, когда 23 ученика и их учитель не вернулись с прогулки. Директор Уилсон с озабоченным лицом первым вызвал полицию. Он не хотел верить, что они просто опоздали, но знал, что лучше перестраховаться, чем сожалеть. Полиция отправила 2 сотрудников на поиски, но когда минуты превратились в часы, к поиску присоединились все больше агентов и обеспокоенных родителей. В конце концов, взвод мужчин прочесал лес, и полиция даже привела поисковых собак. Но, несмотря на их усилия, казалось, ничего не получалось. После нескольких недель поисков, в ходе которых не было обнаружено никаких следов, все начали опасаться худшего. Как могло случиться, что группа из 23 детей и учитель растворились в воздухе? Многие боялись, что тайна останется неразгаданной навсегда. С годами люди начали отдаляться.
Не в силах вынести потерю стольких молодых жизней, люди начали распространять народные сказки, утверждая, что они слышат крики детей в лесу в полнолуние. Коллективное воображение людей было переполнено сверхъестественными теориями и объяснениями. Но теперь, 35 лет спустя, был найден человек, который утверждал, что является одним из пропавших учеников. «Ты не должен в это верить», — тихо сказала София, нарушив внезапную тишину дрожащим голосом. «Но это правда. Я уже несколько дней в бегах, пытаюсь найти кого-нибудь, кто бы меня слушал. Пожалуйста, сэр, вы должны помочь мне спасти их. Они все еще живы там, внизу». Смит пристально смотрел на нее, пытаясь собрать воедино обрывки того, что она говорила. 30 лет? Цифра эхом отдавалась в его голове, как дурной сон. Неохотно он достал телефон и набрал номер шефа Харриса. «Босс, у меня кое-что есть. Вы не поверите, но я думаю, что Софи Уитмен в больнице», — сказал Джон. На другой стороне наступила ошеломленная тишина, за которой последовал резкий вдох. «Джон, ты сошел с ума?» Голос шефа Харриса звучал хрипло и недоверчиво. «Софи Уитмен? Та самая Софи Уитмен, которая пропала без вести более 3 десятилетий назад?» «Да, босс, я знаю, как это звучит», — ответил Джон, ущипнув себя за переносицу. Последовала долгая пауза, а затем скрип, как будто в спешке подобрали ключи. «Оставайся там! Я уже еду!» — рявкнул шеф Харрис, повесив трубку, не дожидаясь ответа. Смит повесил трубку, его сердце сильно билось в груди. Он снова посмотрел на Софи, которая по-прежнему не сводила с него глаз. Шеф Харрис в спешке подъехал к больнице, и как только вошел в палату, он сразу узнал девочку с фотографии. Сидя рядом с Софи, Харрис начал постепенно принимать правду в том, что она говорила. То, что раньше казалось невозможным, начало обретать смысл. Софи знала, что это ее единственный шанс спасти других. Она начала рассказывать о событиях того рокового дня 1989 года, с каждым словом все глубже погружая слушателей в тайну своей ужасающей истории. Это был прекрасный вторник мая 1989 года. Я помню, как я была взволнована, когда миссис Хэмингтон отвезла наш класс из 23 учеников в лес на урок географии. Мне было тогда 12 лет. Я была просто ребенком, который хотел учиться вне душного класса. Все подробности того дня ярко запечатлелись в моей памяти. «Запомните класс», — сказала миссис Хэмингтон с ее теплой улыбкой. «Настоящие знания часто можно получить за пределами кабинета на основе реального жизненного опыта. Если бы мы только знали, какой реальный жизненный опыт нас ждет, когда мы углубимся в лес». Веселое пение птиц стихло и сменилось тревожной тишиной. Миссис Хэмингтон указала нам на растения и камни, и мы все наслаждаемся хорошей погодой. Но когда мы добрались до небольшой поляны, все изменилось. Воздух вокруг нас начал искриться и искажаться, как волны тепла, исходящие от горячего асфальта. Голос миссис Хэмингтон затих, и я внезапно почувствовала головокружение. «Дети, стойте рядом!» — крикнула миссис Хэмингтон, но это прозвучало очень отдаленно. Прежде чем мы успели осознать, что происходит, почва под нашими ногами начала двигаться и осыпаться. Через несколько секунд мы погрузились в темноту. Падение казалось долгим, но закончилось в одно мгновение. Когда я пришла в себя, мы находились в огромной подземной камере. Все было залито тревожным, пульсирующим светом, который, казалось, исходил от стен. Миссис Хэмингтон быстро осмотрела нас, чтобы убедиться, что с нами все в порядке, но когда мы оглянулись, то поняли, что выхода нет. Стены были гладкими и невероятно высокими, а дыра, через которую мы провалились, была закрыта сама по себе. Дни превратились в недели, а недели — в месяцы.
Мы выживали за счет странных светящихся грибов и небольших потоков подземных вод. С годами надежда начала угасать, и мы потеряли счет времени. Некоторые из моих товарищей не выдержали нашей вечной изоляции и замкнулись в себе. Но я никогда не переставала искать выход. Только вчера я, наконец, кое-что нашла, отправившись в одиночку. Небольшая трещина в стене пещеры, едва достаточная для того, чтобы я могла в нее пролезть, вела в узкий туннель, который, казалось, изгибался вверх. Я позвала остальных. Эта новость разнеслась, как лесной пожар, зажгла искру надежды, которую мы давно считали мертвой. Но туннель был опасным и нестабильным. Пока мы обсуждали риски, некоторые части начали разрушаться. «Давай, Софи!» — вскричала мисс Хэмингтон, подталкивая меня к выходу. «Ты должна нас спасти!» Со слезами на глазах я начала свое путешествие по туннелю. Мне потребовались дни, чтобы втиснуться в узкие пространства, и я пробиралась сквозь кромешную тьму, пока, наконец, не увидела луч света. Я продолжала бежать, пока мое тело не подвело меня, и именно так я попала сюда. Я не знаю, кто нашел меня, но, пожалуйста, умоляю вас, помогите другим. Харрис осознал серьезность ситуации, учитывая ошеломляющий промежуток в 35 лет, прошедший с момента ее исчезновения. Шеф вернулся в свой офис с детективом Смитом и начал упорядочивать ресурсы, связываясь со специализированными поисковыми группами. Каждая деталь, которой поделилась Софи, была важна для плана спасения. Харрис знал, что миссия будет нелегкой и что они не могут полагаться на обычные методы. Команде придется придумать новые способы пройти опасный путь, который описала Софи. Карты были разложены на столе, а маршруты обсуждались со спасателями. Шеф взял на себя ответственность за координацию, следя за тем, чтобы были учтены все аспекты. Когда спасательная команда прибыла на место, которое описала Софи, она указала на небольшой скрытый вход в пещеру, подчеркивая удручающую реальность операции. Спасательная команда, оснащенная оборудованием, приступила к деликатной задаче расширения прохода без ущерба для безопасности. Каждое движение было просчитано, и эксперты тщательно убирали обломки и укрепляли конструкцию. Команда усердно работала, чтобы обеспечить безопасный вход в пещеру, приближаясь к выжившим. С каждым выигранным сантиметром ожидание возрастало, что было важным шагом на пути к тем, кто так долго отсутствовал. Атмосфера была напряженной и выжидательной, когда проход наконец открылся. Один за другим выжившие выбирались на поверхность, и их появление стало свидетельством стойкости и успеха смелой спасательной операции. Все лица, хотя и усталые, светились радостью свободы. В воздухе смешались аплодисменты и слезы, когда семьи собрались вместе, чтобы обнять близких, которых, как они думали, что потеряли навсегда. Спустя несколько дней город все еще был потрясен известием о возвращении оставшейся в живых. Средства массовой информации стекались в город, чтобы узнать все подробности. Пещера и окружающие леса были быстро оцеплены, что превратило этот район в импровизированное место для расследования. Исследователи, заинтересованные странными условиями, которые так долго скрывали выживших. Они начали работать, хотя ответы по-прежнему было трудно найти. Выжившие постепенно начали восстанавливать свою жизнь. Хотя мир в их отсутствие сильно изменился. Некоторые нашли утешение в воссоединении с родственниками, в то время как другим пришлось пережить потерю всех, кого они знали. Софи шла по улицам города, который когда-то был ей родным, но теперь все здесь казалось ей чужим. Ее родители умерли много лет назад, а дом, в котором он выросла, давно продан другой семье. Дорогие зрители, а сталкивались ли вы когда-нибудь с невозможной ситуацией, которая требовала непоколебимой надежды и решимости? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.